Что ж, друзья, всем ола, китал, меня зовут Саша, и вы на канале про Аргентину, где я рассказываю про свою жизнь здесь, о том, что вас ждет, как лучше подготовиться к приезду сюда и, в принципе, обо всем. Сегодня я в необычной локации, да, вид рейла жесткий. Это лучше, чем солнце, я вам скажу, потому что кто еще не здесь, да, те, наверное, не знают, какая здесь жара. Стоит сейчас погода 33-35 градусов, при этом ультрафиолетовый индекс поднимается выше 12, поэтому если собираетесь в ближайшее время посетить Аргентину, обязательно берите с собой SPF. Как для лица, так и для тела, потому что, ну, прям, да, обгорите сильно и быстро. Сегодня пасмурно, поэтому, да, я наслаждаюсь тем, что могу спокойно на крыше вести этот монолог. А сегодня я хотела вам рассказать про 3 вещи, которые неочевидные, которые произошли со мной в Аргентине, когда я переехала сюда. И первое, это коснулось не только меня, но и моих подруг, и, в принципе, да, почти всех знакомых. Это то, что здесь почти все набрали вес. Здесь очень вкусные пострес. Это, ну, по сути, выпечка, пирожные и так далее, торты. Здесь очень вкусное дульче де лечи. Это похоже на нашу вареную сгущенку. Очень вкусный альфахорес. А мясо, да, стейки не все. Постные бывают жирные стейки, например, бифа де чуриза. Это очень жирный стейк, то есть очень калорийный. И все мои знакомые набрали здесь от 5 до 8 килограмм. Поэтому готовьтесь, готовьтесь. Тут вот что-что, а мясо и сладости здесь настолько вкусные, что как бороться даже с этим не знаю. Сейчас сижу на диете, но да, и то, потому что сейчас праздники, и, кстати, очень много магазинов было закрыто. Некоторые магазины закрыты до сих пор, у них каникулы. Вот конкретно наш ближайший магазин пока еще до сих пор на каникулах, хотя уже, да, 17 сегодня января, то есть прекрасно. Второй момент, который неизбежно с вами случится. Я надеюсь, что нет. Ладно. Второй момент, который случился со мной. Это у меня была небольшая потеря смыслов, так как ты находишься в другой стране, и у тебя не то, что в другой стране, боже, простите, но не то, чтобы вот прям в другой стране, потому что мы часто, и много из нас, кто находится в других странах, живет в других странах. Но тут еще важный момент в том, что эта страна очень далеко по часовому поясу, и буквально разрыв составляет от 6 до 10 часов с родными и близкими, поэтому общение, ну, с ними иногда затруднено. Но если не брать во внимание родных и близких, то работа, если она у вас была в России или в Европе, там тоже время как бы примерно такое же, как в Москве, например, то будет тяжело работать так, потому что нужно будет вставать, ну, я предполагаю, во сколько? В 5 утра. Поэтому, да, то есть многие ищут здесь местные какие-то вакансии, да, либо подрабатывают где-то, либо открывают свои бизнесы. Это, кстати, вот самое активное, то есть мастера маникюра, мастера ресничек, косметологи, девушки, которые имеют профессии вот такие, да, бьюти-сферы, они здесь, конечно, при работе всегда. Кто-то принимает на дому, кто-то принимает в салоне, да, устроился работать в салон, поэтому тут как бы это решаемо. Вот. Мужчины тоже тут некоторые открывают свой бизнес, там, кто ремонтирует кондеры, русские ребята. Видела, что, да, выставляют объявления, кто машины, кто помогает с подбором автомобилей, проверить, например, при покупке автомобиля, что автомобиль хороший, его можно брать. То есть этим тоже ребята занимаются, подрабатывают. Поэтому можно заниматься многим, да, было бы желание. Кто-то печет тортики, кто-то печет там условно конфеты, которые мы любим и которых здесь нет, там условно птичье молоко, либо еще что-то. Поэтому варианты есть, но потеря смыслов тоже есть. Если вы привыкли, например, к другому, и салон красоты – это не, история не про вас, и готовка, какие-то услуги – это тоже не про вас, то будет немножко, да, тяжело как-то найти себя. В онлайне работать, понятно, это все без проблем. Вот, вопрос в часовом поясе. То есть он очень смещен. То есть это либо, опять же, как я повторюсь, ранние подъемы, либо работа тут самая такая удобная, наверное, это работа с Америкой, потому что часовой пояс ближе к Америке, поэтому здесь удобство, конечно, сильное. Многие тут идут в блог, да, вот я, собственно, решила развивать свой блог. Знаете, честно, я ожидала больших от себя результатов, но так как свалилась в небольшую апатию, и выпуски выходили не так часто, поэтому буду рада вашей поддержке, вашим лайкам, активности, подписке на мой канал, чтобы
я его не забрасывала и развивала дальше. Это поможет мне, поможет моей мотивации. В общем, да, многие уходят в блогинг, потому что эта сфера очень также развивается. Это, ну, многим интересно посмотреть, как люди живут в Аргентине. Мы в том числе перед переездом смотрели много выпусков, чтобы понимать, куда мы едем. Такой момент немаловажный – это активность. То есть здесь важно не забывать, меня сейчас снесет, не забывать активничать, не терять социальную активность, находить комьюнити, не терять активность физическую. То есть я вот сейчас, кстати, начала бегать. Бегаю, здесь много спортзалов, все, в принципе, очень спортивные. И да, активность физическая, она помогает переживать большие изменения, которые происходят в жизни. Вот конкретно мне бег помогает пережить это. Вот, то есть, несмотря на все плюсы, несмотря на какие-то позитивные, да, вещи, все равно может быть стресс от самого переезда, от другого языка, от того, что ты не понимаешь, что тебе говорят в магазинах. Ну, в принципе, то есть уровень стресса может повышаться. Поэтому вот физическая активность – это то, что помогает бороться со стрессом. Здесь как раз очень много ребят бегают, катаются на великах, есть велодорожки везде. Поэтому это тоже очень, ну, прикольно. Это то, что поможет отвлекаться. Что ж, это был небольшой влог про 3 вещи важных, которые вы встретите здесь. Я надеюсь, было полезно. Худеющим не пробовать дульче де лечи никогда. Это убережет вас от лишних килограмм, потому что, попробовав его раз, и альфа-хорос, просто не пробуйте. Представьте, что этого не существует, и вы не потолстеете. Вот, в общем, я надеюсь, что было полезно. Спасибо вам за просмотр. Буду благодарна подписке и активности. Всех целую. Всем пока.